Всем привет! С вами Инес, и это «Хочу знать» версия 2.0. Здесь я рассказываю вам не просто фишки, которые далеко не всегда могут быть полезны, а ту информацию, которая касается абсолютно каждого. Надеюсь, будет интересно. Тема первого выпуска – калибровка аккаунта. И действительно, одним из самых частых вопросов является, как калибровать аккаунт. Его задают как новички, которые только движутся к своему первому аккаунту с рейтингом, так и те, кто испоганил себе статистику на основном аккаунте и желает создать новый, чистый, свежий, с хорошим ММРчиком. Итак, калибровка — это 10 игр в рейтинг-матчмейкинге, которые и определяют твой рейтинг. Однако калибровка возможна только по достижению 50 уровня. Соответственно, нужно сыграть достаточно много игр в нон-ранкеде перед тем, как можно будет откалибровать свой аккаунт. Первый вопрос, который мучает многих. Влияют ли игры до калибровки в нон-ранкеде на тот ММР, который получишь? Или же важны только 10 калибровочных игр? Ответ – да, влияют. Если вы зайдете на dotabuff.com в свой профиль, то там, рядом с каждой игрой, сможете обнаружить skill bracket, в котором вы играете. Всего существует 3 skill bracket – Normal Skill, High Skill и Very High Skill. Если к моменту калибровки вы играете на Normal Skill, то ваш рейтинг после 10 калибровочных игр может достичь 3500, но скорее всего будет ниже. Normal Skill — это все рейтинги от 1 до 3500, и вы толком не будете знать, на каком именно рейтинге вы играли, пока не прошли в итоге калибровку и не получили свой финальный рейтинг. Если вы находитесь в High Skill, то ваш возможный результат около 4000. Если Very High Skill, то может получиться заработать все 5000, но на это способны только самые опытные и сильные игроки. Правда, с недавних пор получить 5000 ММР после калибровки вообще является фактически невозможной задачей. Максимум, который получается выбить, колеблется в районе 4800. Так что игры до калибровки очень даже важны. Если будете там играть плохо, то на высокий рейтинг рассчитывать не придется. Вывод – нужно потеть и выкладываться в абсолютно каждой игре. Второй вопрос, который очевидно выходит из первого. Как же попасть в Very High Skill Bracket? И это достаточно интересно. Про это нигде не сказано, но тем не менее в доте существуют как бы 2 калибровки. Одна всем известная калибровка в рейтинг и одна калибровка на старте, которая изначально определяет тебя в твой примерный скилл брекет. Первые игры ты играешь либо вообще без скилл брекета, либо в Normal Skill. Так или иначе, эти игры очень важны. Через какое-то не совсем ясное количество игр, в зависимости от твоих успехов, система либо оставляет тебя в Normal Skill Bracket, либо переправляет в High или даже в Very High. Стоит еще сразу знать, что хоть рейтинга у вас еще как будто бы и нет, но на самом деле он есть. Просто до момента калибровки система держит его в секрете. Так что несколько первых игр практически настолько же важны для калибровки аккаунта, как и официальная калибровка, которую вы будете проходить в конце. Естественно, возникает и третий вопрос. Какие, собственно, должны быть успехи, чтобы система отправила вас сразу в Very High Bracket? Думаю, многие слышали про Fantasy Points. На них иногда обращают внимание в профессиональных играх. Но немногие знают, что эти же Fantasy Points начисляются абсолютно всем и в абсолютно каждой игре. Чтобы убедиться в этом, вам достаточно запустить любой свой реплей и нажать английскую кнопку O. Слева откроется таблица с Fantasy Points. Fantasy Points более-менее точно отражают, насколько хорошо или плохо вы показываете себя в играх. Точные формулы начисления фэнтези очков вы можете найти в интернете. При игре на разных ролях очки начисляются по-разному. Но общий смысл в том, что система достаточно корректно определяет ваши верные и неверные действия. Конечно, машина всегда остается машиной, поэтому учитывает она числовые показатели, да и только. Вам нужно стараться иметь хороший КДА, иметь хороший Hero Damage и хорошие показатели ГПМ и XPM. Нетрудно догадаться, что так или иначе держать свои числовые показатели на должном уровне проще за кэри или солера, чем за саппорта. В этом отношении система слегка не продумана. Еще один важный момент. Ваш винрейт в первых играх не имеет практически никакого значения. Главное, чтобы ваши личные показатели были на высоком уровне.
Если система изначально все-таки определила вас в Normal Skill, то не стоит отчаиваться. Если вы достойны играть в Very High, то вы без труда туда попадете. После начального распределения правила слегка меняются. Теперь и винрейт приобретает значение, так как игра, по сути, начисляет и отнимает у вас очки так же, как в рейтинге. Вы получаете примерно 25 очков за победу и теряете 25 очков за поражение. Однако игра скрывает эту информацию от вас. Если вы будете иметь винрейт 50%, то с места вы не сдвинетесь. Если же ваш винрейт ниже 50%, то имейте в виду, что вы движетесь не вверх, а вниз, и хороший рейтинг откалибровать едва ли получится. Мы выяснили, что игры до калибровки невероятно важны, но и сама калибровка остается немаловажным фактором. Каким же образом лучше всего вести себя на калибровке? Что больше всего решает? Каким героям лучше всего калиброваться? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, я проконсультировался с несколькими опытными ребятами, которые занимаются калибровкой, бустингом и продажей аккаунтов. Вырисовывается примерно следующая картина. Винрейт снова отходит на второй план, что и логично, так как пока вы набираете уровни, вы отыгрываете порядка 150 игр. На такой длинной дистанции ваш личный скилл сильно влияет на ваш винрейт. Когда же речь идет о 10 играх, вам может элементарно не вести на союзников, а значит винрейт в этот момент не является лучшим показателем. На передний план снова выходят числовые показатели, о которых мы говорили ранее. Но это не значит, что винрейт совершенно не будет влиять. На калибровке все-таки лучше побеждать, чем проигрывать. Запомните, на калибровке вы должны стараться отыгрывать хорошо, несмотря ни на что, при этом играя на свою статистику. Если в каждой игре вы будете выдавать свой максимум, иметь хороший КДА и другие показатели, вы получите достойный рейтинг практически вне зависимости от того, насколько плоха была ваша команда. Опытные ребята советуют проходить калибровку на миде или на кэри. Герои типа Шторма, Эмбер Спирита и Вивера будут идеальны. Они позволяют наносить много урона, при этом сохранять КДА на уровне из-за возможности разными способами уходить из опасных ситуаций. При этом они не так сильно зависят от возможных вагонов в команде, которые могут тянуть вас на дно. Эти герои способны фармить и убивать без помощи союзников. На саппортах калибровку пройти будет намного труднее. Скорее всего, несколько игр будут очень тяжелыми, и вам придется много умирать. Соответственно, и КДА ваш пострадает. Саппорты не умеют соло делать киллы или много фармить, и если таких проблемных игр на калибровке будет много, то ваш итоговый рейтинг вас вряд ли порадует. Так что учитесь играть на солерах и кэри, если еще не умеете. Хороший игрок так или иначе обязан уметь играть на обширном пуле героев. За очень удачные действия во время калибровки вы можете поднять свой скрытый рейтинг примерно на 1000 очков. То есть, если вы играли на Normal Skill и имели скрытый рейтинг около 2500, то по итогам калибровки вы сможете получить 3500. Однако ситуация может быть и обратной. Если игры на калибровке не пошли полностью, вы также можете и растерять свой рейтинг. Это был первый выпуск «Хочу знать 2.0». Надеюсь, информация вам была полезна, а выпуск понравился. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ожидайте следующих выпусков. Всем пока!